虽然我已经记不起以前大部分事情了，但我还是隐约记得，如果我想。 Поскольку аниме «Трон, отмеченный Богом» и «Боевой континент» являются произведениями одного автора, между ними есть определенная связь. Этим связующим звеном является некромант Электролюкс. В каждом из этих аниме он могущественное существо, практически уровня бога. Он также недавно показал свою истинную силу в Троне и легко убил монстра 8 уровня, что также помогло Лун Хаоченю. Конечно же, Электролюкс был известным защитником своих учеников. Он спас Лун Хаоченя, а затем пришел спасти Хуэйхао. Без Электролюкса ни Хуэйхао, ни Лун Хаочень не смогли бы так быстро стать сильнее. И если бы он не спас их, то они погибли бы. Он действительно сыграл незаменимую роль. Когда Электролюкс прибыл на боевой континент, он был всего лишь частицей духовного сознания. Когда Ледяной Шелкопряд и Хуэйхао объединились, Электролюкс также вошел в духовное море Хуэйхао и впоследствии стал его третьим боевым духом. Электролюкс раньше помог Хуэйхао справиться с Вуфен, а теперь он поможет Хуэйхао противостоять злым мастерам душ. Он действительно сильный персонаж, которого нельзя недооценивать. Изначально сознание Электролюкса было довольно слабым, однако после того, как некромант сливается с боевой душой Хуэйхао, он может использовать свою собственную силу души, чтобы активировать силу Электролюкса, что будет весьма впечатляющим в будущем. Образ Электролюкса в двух аниме в целом один и тот же, но есть небольшие различия в деталях, но по-прежнему он выглядит очень величественно, а настоящее лицо невозможно рассмотреть полностью. Электролюкс изначально был сыном света в славную эпоху Священного континента, но после того, как его возлюбленная предала его и семья была убита, у него развилась ненависть. Он стал богом святого закона нежити, но после встречи с Лун Хаоченем и Цаер все изменилось. В аниме «Трон, отмеченный Богом» сила Электролюкса даже превосходит силу императора Фэнсю. Можно сказать, что он очень силен и практически непобедим. В боевом континенте 2 Электролюкс стал учителем Хуэйхао и передал ему обширные знания некромантии. Он долго колебался и сомневался, следует ли ему передавать свою некромантию. В конце концов, некромантия считается злом для многих людей из-за ее связи со смертью, но в итоге он все же решил обучить Хуэйхао. Так как Электролюкс был сыном света, полагаясь на свои способности, он открыл для себя совершенно новый путь – некромантию на основе света. Если Хуэйхао погрузится во тьму внутри некромантии, то будет уничтожен ею. Чтобы стать некромантом, его сердце по-прежнему должно быть окутано светом. Душа не должна быть ослеплена ни местью, ни ненавистью. На первый взгляд может показаться, что свет и некромантия противоречат друг другу, но на самом деле все вещи могут быть связаны друг с другом. Хуэйхао всегда хотел узнать больше о некромантии от Электролюкса. Однако тот раньше учил его лишь некоторым основополагающим вещам. Только сейчас все учения Электролюкса были официально распечатаны. Кроме того, Хуэйхао постепенно понял, что представляет собой его серое духовное кольцо. Хуэйхао больше не мог использовать своих других боевых духов при использовании некромантии. Его серое духовное кольцо представляло структуру некромантии, которую Электролюкс оставил для него, хотя на самом деле оно не было духовным кольцом. Это серое кольцо содержит всю силу, которую Электролюкс культивировал как сын света. Стоит отметить, что для посторонних этот навык выглядит как злой мастер души. Однако с практической точки зрения, обладание учениями Электролюкса было равносильно наличию третьего боевого духа. И все же это был не боевой дух, это было выше него. Этот боевой дух не мог быть усилен духовными кольцами, но он станет сильнее вместе с духовной силой и ментальной силой Хуэйхао. Да, ранее Хуэйхао думал, что некромантия ничем не отличается от способностей злых духовных мастеров. Однако теперь он понял намного больше, когда впитал в себя воспоминания, оставленные его учителем Электролюксом. Некромантия, способности злого мастера и любая другая сила не являются по своей сути ошибочными. Единственная разница заключается в их использовании, а также это зависит от личности пользователя. Эти две вещи составляют суть проблемы. Электролюкс ранее говорил Хуэйхао, что некроманты считались злыми, потому что у некромантов не было достаточно жизненной энергии, чтобы постоянно практиковать некромантию, поэтому им приходилось извлекать жизненную энергию из других существ. Этот процесс был жестоким и полным кровопролития, поэтому естественно, что другие люди будут неправильно их понимать, но у Хуэйхао не было этой проблемы. Вот почему Электролюкс передал ему свои знания. С духом некроманта Хуэйхао станет несравненно сильнее. Представьте, у него внутри практически находится существо уровня бога. Вероятно, даже ледяной шелкопряд в миллион лет не сравнится по силе с богом нежити некромантом Электролюксом. В будущем мы увидим развитие Хуэйхао и его несравненные способности некроманта.
Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что же будет, когда Хуи Хао также станет некромантом. Подписывайтесь на канал и всем пока.